Всем привет! Это мое первое видео с Мариной, где мне посчастливилось вчера стать владельцем своей собственной яхты. Даже больше, чем яхты. Это настоящий дом. И я очень рад тому, что у меня теперь есть свой дом в Америке, на который я могу приехать и в любое время на нем пребывать. И я счастлив. Я покажу вам теперь, чем я живу. Итак, это офис Марины. Начнем отсюда. Это контора, кабинет хозяина Марины. А здесь все для нас. Удобство. Американский выключатель. Американский унитаз, наполненный до краев водой, конечно. Прекрасный душ. Вот. Мой iPad в зеркале. Дальше то же самое для женщин. Здесь стиралка. За $1,5 можно постирать большой объем одежды. И это прекрасно. Вот и прекрасная Марина. И пользование всем этим, всей этой роскошью, еще кучей всего остального составляет всего лишь $100 в месяц, если ты на лодке не живешь, и 200, если живешь. Я, правда, еще не платил, мне никто даже вообще не сказал за стоянку платить. Речи об этом не было. И вообще, в принципе, все гораздо проще, чем я представлял. Вообще, вот мы с вами пойдем сейчас на лодку. Я, находясь в Москве, я думал, что мне будет очень трудно уехать из Москвы, а вернуться легко. Прибыв сюда, я думаю, что, понял, что все немножко по-другому. И отъезд из Москвы, который казался мне очень сложным таким мероприятием, на самом деле, по сравнению с отъездом отсюда, наверное, ничто. Вот. Мы находимся в Ориентал, Северная Каролина. Здесь прекрасные места, жара, плюс 28. Сегодня 10 октября, нет, 11 октября. Вчера 10 было памятный для меня день, когда я купил лодку. И сегодня уже я переночевал на ней. Прекрасно выспался. У меня работает, в общем, сейчас покажу, что на лодке работает. А пока что мы идем от стоянки на причал. Здесь русская тусовка, прекрасные ребята, с которыми мы вчера посидели отлично на лодке у датчанина Яна. Мы собрались, тусовка 8 человек, и я со всеми перезнакомился. Мы напланировали всякие переходы морские. Я примерно спланировал свой план работы по лодке. И, конечно, хочу вам сказать, что я приятно удивлен. Это гораздо больше, чем я ожидал увидеть. Вот. Я шел здесь вчера впервые в жизни. Я делаю видеозапись для блога. Вот. Конечно, тут блог вести особо времени нет у меня. Вот. Но, конечно, я и буду делать это. Как нет? Конечно, у меня есть время. У меня есть время на все. И блог вести, и, конечно же, теперь в моем распоряжении целый пароходище, за которым надо следить. И по нему очень много работы, но, безусловно, именно этого я и хотел. То есть со мной происходит именно то, к чему я и стремился. Я даже не мечтал, что все будет так хорошо. Здесь живет Саша, мой друг с супругой, который продал мне лодку. А вот и моя красавица. Вчера мы уже провели по желтому этому толстому проводу электричество у меня на лодке 110 вольт. Peace. Hello. Hi. I'm doing video for my blog. Good. About my boat. Okay, That is great. first video. All right. Hello. Meet Newt. He's a host of this marina and a new friend of mine. Good. Now I'm gonna invite my followers inside the boat. Great. You do that. Вот. Якорь, цепь. Прекрасные люки. Все это открывается, закрывается. Мачта с новым установленным гротом.
Наверху небольшая станция измерения скорости ветра и направления. Все работает, приборы Raymarine. И мы подходим к кокпиту. Здесь 3 швартовых. Здесь живет Вадим тоже. Русский, не из Москвы. Вадим с супругой Катей. И у них уже много всего. Есть и солнечные панели, и ветряк, и полный фарш. Они сейчас работают над лодкой. Собираются сейчас уходить уже на Карибы. Дело к зиме. Хотя здесь, в общем, совсем не холодно. Они собираются идти в еще более жаркие места. Ну что ж, добро пожаловать на лодку. Да, чуть не забыл. Я приглашаю всех желающих моих читателей ко мне в гости. Приезжайте. Это кокпит. Очень удобный, очень приятный, хороший. Здесь есть тент от солнца установленный уже. И одному богу известно, что здесь еще есть, того даже чего я не знаю. Вот, хороший компас. Ну что ж, пройдемте внутрь. Да, здесь прибор для двигателя. Его обороты, температура, остаток топлива, ключ, запуск, подсос, не знаю. Не, подсоса нет, даже дизель. Вот я закупил продуктов. Вообще вчера съездили в магазин, закупили кучу всего. Вот вода моя, кружки. Ну что ж, пойдемте вниз. Вот. Ну вот. Вот она, моя красавица. Здесь уже все работает. Я налил воды в танк. Она сливается без проблем прямо в океан. Здесь на этой марине так можно. Это река, вода проточная, уходит в океан, поэтому можно лить. Кинули электричество, у меня заряжается iPad без проблем. Это galley, то есть камбус. Здесь газовая плита. Газ пока не работает, его надо будет настроить. Куча всяких ящичков. Все это открывается, все там везде стоит. Здесь полный бардак. Я делаю это видео. Показываю лодку в таком виде, в котором ее принял, получил. Подушечки новые, подшитые. Здесь уже все работает. Вентилятор работает. Здесь панель выключателей. Это основная цепь. Ну и все, что только все электрические потребители на борту включаются здесь. Здесь я сегодня спал. Это кормовая койка. Здесь Саша порекомендовал мне обосноваться тут, потому что тут меньше качает. Ну, в принципе, качка мне нравится. Я потихонечку начинаю к ней привыкать, хотя она слабая еще. Пройдем дальше. Это эти ящички в прекрасном состоянии. Здесь еще огромное количество места. Везде, каждый кубический сантиметр используется. Здесь все это огромные ящики. Там книжная полка я уже основал. Вот. Какие-то провода. Здесь люк наверх. Дальше носовая каюта. В ней лежат паруса пока. И я могу их убрать. У меня полно кранцев. То есть вот этих подушек, которые вставляются между... Ну, вешаются на борт при швартовке. Я думал, у меня один, а у меня их полно. Вот там вот 3 лежат. И здесь еще аж 4. Кранцами обеспечен. Парусина обеспечен, подушки в порядке. Двигатель сегодня заводили, он работает. Надо менять масло. Гальюн, тоже надо его почистить. Смотрите, ну, я пока не ходил туда. Помпа сливная, нужно будет ее перебрать. Поставить там специальный электрический ассенизатор, который будет уничтожать нечистоты. И без слива их в океан. В общем, вот так вот. Итак, я познакомился со своей лодкой. И теперь это мой новый дом в Америке, куда я могу приехать и жить. Вот. Ну что ж, напоследок немного о наших планах. Мы познакомились вчера. Я познакомился с датчанином Яном, который живет здесь через несколько бортов вот там. Ну, впрочем, пройдем к нему. Прекрасный чувак. В одно время очень богатый, но в кризис 2008 года он потерял все. И теперь живет на лодке.
И все, в принципе, отсюда собираются отправляться на Карибы зимовать. Ребята спрашивают меня, зачем ты будешь возвращаться в Москву? Вот. Ну, единственное, что мне есть им ответить, это то, что в Москве живут мои близкие, которых я хотел бы видеть, и с которыми прощаться навсегда, конечно, я не собираюсь. И вообще, в общем, планы такие. В среду, сегодня суббота, в среду мы собираемся с Яном в команде из 5 человек отправиться во Флориду вдоль берега океанским переходом. Не по каналам, а именно океаном. Вчера за 5 минут буквально мы об этом договорились. И он рад видеть меня на своем борту. Еще, к тому же, вчера мы замутили отличную вечеринку здесь. Вот лодка Яна. И на этой вечеринке я неплохо поиграл на гитаре. Он рад. Мы возьмем гитару с собой. Ну ладно, я не буду сейчас заходить, возможно, он спит. Не буду беспокоить. Вот на этой лодке мы отходим в среду во Флориду. Потом на машине вернемся сюда. Я продолжу работать со своей лодкой. А потом еще, может быть, пойдем дальше на Карибы. В общем, моя лодка пока будет стоять здесь. А дальше загадывать я не буду. Во всяком случае, жить на ней очень приятно и комфортно. Вы же вчера ездили в магазин, закупили все по хозяйству. Ну что ж, выйдем теперь на пирс. Они говорят, что жизнь на воде в этой марине у каких-то ребят укладывается в $250 в месяц на еду на двоих. Стоянка здесь стоит смешных денег, климат очень хороший. Все располагает к продолжительной жизни. Количество информации, которое свалилось на меня за последние сутки, настолько велико, что я решил снять это видео, потому что я не могу рассказать все это, просто я не могу рассказывать это снова и снова, потому что настолько много информации, что, конечно, количество знаний, которое на меня свалилось, колоссальное. Например, я узнал, что права яхтенного капитана нужны только для того, чтобы взять лодку в чартер. И я без всяких прав, и никто у меня из жизни никогда не спросит, могу на своей лодке путешествовать по всему миру без всяких проблем. Ну, вот такой вот залив. Надеюсь, когда я поменяю масло в двигателе и солярку, обслужу двигатель немножко, мы походим здесь с Аней на моей лодочке, это будет прекрасно. Дома здесь в Ориентал стоят от $500 тысяч. Место очень дорогое и очень хорошее. Ну что ж, следите за обновлениями в моем блоге.